Привет, ребята! Сегодня я снимаю еще один влог правильного питания. И, как можно заметить по моему голосу, я немножко приболела. Вернее, я уже выздоравливаю. Когда я приехала с Арнольда, может быть, прошло пару дней, и у меня очень сильно заболело горло. Я, наверное, еще никогда так горло не болело. Видимо, это из-за того, что я вот сорвала голос. У меня сначала появился кашель, потом включился нос, и, в общем, все меня закрутило. Где-то на дня 3 я слегла, заболела. Конечно, не занималась, не ходила в тренажерный зал, что меня очень расстраивает. И сегодня вроде бы первый такой день нормальный, когда я себя уже хорошо чувствую. Конечно, еще немножко кашляю, но как бы... самое главное, что у меня глаза не слезятся, я не чихаю бесконечно. То есть я чувствую, что вроде бы все хорошо. Сегодня я покажу вам, как изменилось мое питание после приезда, потому что я многое для себя подчеркнула, я многое хочу поменять, тем более же пора что-то менять в питании, более жестким его делать, может быть, не то чтобы жестким, а более еще правильней, если это возможно вообще. И также после завтрака в 11 утра у меня договоренность о уроке английского языка по компьютеру. В общем, если вы знаете, я хожу на занятия в группе 2 раза в неделю на английский язык, но мне этого недостаточно. Я вот после поездки поняла, что вот мне нужно еще, я хочу еще больше изучать английский язык быстрее. И я еще взяла себе как бы такие уроки онлайн на компьютере. В общем, я вам все это расскажу, покажу подробно и расскажу вам свое первое впечатление о первом уроке. Так что пойдемте, наверное, готовить завтрак. Ну что ж, первым делом по приезду я взяла эти свои завтраки. Мне их действительно нужно изменить, увеличить их белковость. Поэтому я сейчас делаю такие как бы двойные завтраки. Первая часть у меня будет состоять из белка. Я сделаю себе скрамбл, как тут говорят, из 3 яиц с желтками. Я не заморачиваюсь уже давным-давно над желтками. Я их всегда оставляю. Хотя мне очень хочется попробовать здесь в таких... бутылочках именно белки яиц. В общем, я, наверное, куплю, попробую. Но сейчас не буду заморачиваться. Будут у меня полные 3 яйца, скрамбл. И на хлебце вот таком вот. Если вы помните, в поездке я кушала эти рисовые хлебцы. Нашла здесь еще вот такой вот вкус. White cheddar. И я сделаю на этом хлебце вот такой вот Gouda cheese. Тоже из поездки. Знаете, поездки это классно. Много классных продуктов узнаешь. Вообще что-то о питании. Это все у меня будет такая белковая часть. И также будет углеводная, совсем немного овсянки с льняными семенами. И, может быть, немного клубники добавлю. Так что буду готовить свой новый завтрак. Ну что ж, мой завтрак готов, смотрится очень огромным, хотя на самом деле тут получился у меня этот скрамбл. Я не добавляла в него соли, и вообще в последнее время я стараюсь соли как можно меньше, я то вообще никуда не добавляю. У меня здесь немножко паприки, немного зелени, мой хлебец вместе с этим Gouda cheese и овсянка вместе с клубникой. Также во время еды принимаю свои витамины и витамин D. Ну и, конечно же, чай. Чай я не морочу себе голову, пью его во время еды, и этот миф уже давно не работает на меня. Даже в Таиланде мы вот физически ходили в школу, мы общались с учителем, даже здесь у меня есть такие физические уроки, но вот я пару раз пропустила, потому что я болела. Ну, я не люблю, когда я больная, вся в соплях и так далее, еще чтобы людей других заражать. А вот хороший вариант, когда нет какого-то физического контакта, но в то же время будет у меня урок английского языка, и не то чтобы просто вот с человеком общаться по скайпу, там у них что-то такое необычное, интерактивное, вот мне очень хочется, интересно посмотреть, как это все у них выглядит, потому что вот сейчас, мне кажется, школ английского языка онлайн настолько много, и вот мне хочется такой способ еще попробовать, как он работает, эффективен ли он. В нашем первом уроке, в первую очередь, я хочу узнать свой уровень английского языка, вообще как он обозначается, как он называется, мой уровень, вот я вам потом в конце расскажу. И мне хочется наконец-то понять,
вот эту всю грамматику постановки времен. Это вроде бы самое простое, логичное и банальное, но до сих пор очень сложно она мне дается. Как-то нужно правильно, что ли, донести эту информацию до меня, чтобы я ее поняла наконец-то. Алло. Здравствуйте, меня видно, слышно? Да, вот, сейчас слышно. Да, должно быть видно. Отлично, да. Я вас тоже вижу, слышу, только кажется, что звук немножко с опозданием идет. Ну, то есть у меня есть какой-то уровень, но я не скажу, что он идеален. По грамматике я страдаю, но я очень хорошо понимаю. Очень хорошо понимаю. И фильмы, сериалы я смотрю уже, наверное, около 5 лет. То есть уже давно этим занимаюсь. Ну, как бы в плане общения есть какой-то предел словарного запаса. То есть выше скакнуть сложновато пока что. Но вот мне хотелось бы именно грамматики. Пусть я даже буду очень ограниченно говорить словами, но грамматично хотя бы. Ну что, только что закончился мой первый урок в школе Skyeng, и мне очень понравилось. Я действительно удивлена, насколько ребята все продумали. И вот знаете, вот у меня были уроки как-то через Skype с учителями и с носителями языка, и с русскоговорящими ребятами. Но вы знаете, когда сидишь и просто вот смотришь друг на друга, общаешься, это, конечно, вот неполноценное изучение языка. А так у нас проходил урок на особой такой площадке, где я читала текст, где я слушала текст, где я, допустим, смотрела какие-то картинки и сопоставляла их с какими-то словами. В общем, проверялась моя грамматика, проверялось слушание, чтение, говорение, в общем, со всех фронтов. И вот мы определили с Таней, учителем моим на сегодня, мой уровень языка. Получается, он у меня в 2 уровнях находится. Моя грамматика pre-intermediate, как-то так вроде бы называется, а мое понимание языка, слушание и так далее, это intermediate. То есть мне нужно подровнять эти 2 уровня. Для вас, моих подписчиков, по промокоду TGYM будет еще один +1 бесплатный урок. Обязательно попробуйте, если вы интересуетесь английским языком. Мне кажется, в нашем современном мире все должны им интересоваться, хоть немножечко продвинуть свой уровень или вообще попробовать изучить язык. Так что попробуйте обязательно. Ну, а я, наверное, пойду сейчас делать себе небольшой перекусик, буду заниматься какими-то делами дома. И у нас вроде бы, как Егор сказал, тренировка на 4 часа дня. Так что буду готовиться к тренировке. Вроде бы чувствую себя нормально. Ну, голос, как видите, еще такой болезненный. Но, слава богу, что слабости нет. А это уж точно мне не нужно на моей сегодняшней тренировке. Ну что ж, мой обед готов. Получилась у меня вот такая вот куриная грудка с сливой сушеной. Дима, ты даже не трогай, ты такой не ешь. Получается у меня вот такая куриная грудка, киноа вместе с морковкой, где-то, может быть, 4 столовые ложки. Я сделала наперед тоже на другие приемы пищи. Вот такой салатик, кстати, мне очень понравилось. Вот такая огромная коробка стоила $4. Даже не подсовывай свои котлеты мне. Не надо мне это. Вот такая коробка огромная, $4 стоила. И очень экономично покупать такой вот салат. Тут смесь из различных салатиков. В общем, мне очень нравится. И который я полью вот таким вот соусом. Греческим винегар, как-то так называется. В общем, мне очень понравился. 1 столовая ложка. И это будет около 50 калорий в 1 столовой ложке. Потому что вот тут всегда мне очень нравится то, что здесь они пишут, сколько в порции калорий. То есть, допустим, если я добавила бы 2 столовые ложки, у меня было бы 110 калорий, только от соуса. А я добавлю всего лишь 1, что даст такой вот очень приятный аромат.
Так, буду сейчас забираться на тренировку. Собираю себе протеиновый коктейль вместе с глютамином. Я обычно добавляю чайную ложку глютамина и скуп протеина. На данный момент у меня этот, он уже заканчивается. Скоро буду брать другой. В принципе, понравился, если кто интересуется данным вкусом. Это у меня вкус соленая карамель. Мне понравился, в общем, неплохой. Так что добавлю один скуп. Также сейчас перед тренировкой за полчаса выпью L-карнитин для энергии. Мне как раз самое то, что сейчас нужно. И это от фирмы Military Trail, от Midway, моего спонсора. Очень мне нравится. Я его еще напробовалась на Арнольде. Так что пропробовала этот вкус окончательно. И также еще замешаю себе аминокислоты, БЦА в отдельную бутылочку. Буду пить во время тренировки. Гулять. Пойдем гулять, да? Ты хочешь гулять, котик? Ты хочешь гулять, котик? Иди ко мне. Иди сюда. Иди сюда. Кстати, зацените мои новые наушники, я прям в восторге от них, потому что я беру их не только на тренировку, но могу надевать, допустим, просто с платьем каким-то, потому что они выполнены в стиле минимализма, ничего такого сверхъестественного, перегружающего голову, я не знаю. Это, кстати, бренд называется Sudio, если вам интересно. И помимо того, что звук у них шикарный, конечно, но я больше все-таки подкуплена именно таким вот стилем минимализма. И, кстати, у них еще есть такие накладки здесь, которые меняются в стиле мрамора, что-то я видела. Очень хочу заказать такие, чтобы еще больше как-то разнообразить их. Но, в общем, я в восторге от этих наушников. Так что беру с собой их на тренировку обязательно. И они работают от Bluetooth через мой телефон. Так что так тренировка проходит еще лучше. Ну что, у нас сейчас круговая тренировка. Егор хочет меня убить, видимо, этой тренировкой. Так что после болезни, кстати говоря, нормально. Я так схватила эту тренировку. В общем, нормально идет. Сейчас уже 4-й круг. Так что у меня еще есть силы. Первое упражнение у нас канаты. Я делаю как бы попеременное такое поднятие руки с канатом, потом прыжки на возвышенность, потом махи гирей, кидание мячика и подъем штанги над головой. Вот такие дела. У меня еще БЦА со мной, который я попиваю, и мой дневник тренировок, который я никак не могу заполнить. У меня есть еще сила тренироваться, оказывается. В общем, я сделала сейчас функциональную тренировку. Было сложновато, конечно, после болезни, но я сделала 4 круга. Мы еще начинаем записывать все мои упражнения в дневник. Так что вроде бы прихожу в себя, возобновляю тренировки, хотя я не скажу, что это был такой лайтовый вид тренировок. У нас не было медленного входа в процесс такой тренировочный. Устала, конечно. И пойду, наверное, сделаю себе протеиновый коктейль вместе с бананом. Обязательно.
Таня просит рассказать для вас, ребят, как я готовлюсь. Как готовлюсь? Потерял я 25 кг жировой массы. Мне удалось сохранить практически всю мышечную массу. За счет чего? Я постепенно, ежедневно понижал калораж в питании, то есть энергетичность питания. То есть снижал потребление простых и сложных углеводов, начиная с простых. В тренировках они практически не изменились, потому что для натурала, а я натурал, Без фармы. человек, который не использует фармакологию, да, уточняю. Любая сушка разрушительна. Для того, чтобы не потерять какой-то большой процент мышечной массы, я старался максимально сохранить силовые. Мои тренировки остались отказными. Я постарался удерживать рабочие веса. И, кстати, в некоторых упражнениях, даже во время сушки, да, я сумел поднять рабочие веса, что нонсенс, но у меня получилось. Да. Вот. Плюс добавились упражнения необычные, так как я буду выступать на NPC Men's Physique, мне нужна талия была. Вот. Я добавил вакуум. И отдельно, раньше пресс вообще не качал, ну, у меня была прослойка жира, и что с ним не делается, нового не будет видно. То есть, no diet, no ABC. То есть, ну, грубо говоря, если ты неправильно питаешься, все равно не будет видно пресса. Сейчас я провожу тренировку на пресс 2 раза в неделю. Тренируюсь с циклами. 3 тренировки, 1 день отдыха. Лично для моей генетики, для себя, я успеваю восстанавливаться. Довольно долго я занимаюсь спортом, и мой организм привык. Да, просто Дима как бы никого никогда не спрашивал совета, как ему тренироваться, просто. То есть он сам как бы построил свою программу, свою систему питания, которая работает лично для него, и уже сколько лет просто, да? Уже сколько лет? Да, ребят, то есть, опять же, не сравнивайте тех, кто применяет спортивную фармакологию, всякие бустеры с натуралами. Это совсем разные тренировки. Не сравнивайте тех, кто занимается год-два, и тех, кто занимается 18-20 лет. Есть такая штука — мышечная память. Так вот, у меня она есть. Поэтому мне легче понижать жировую массу, сохраняя мышечную, и наоборот. Вообще у меня есть идея, может, снять какую-то твою тренировку там, или вообще от питания, потому что мне столько мужиков пишут, реально, мне пишут мужики, спрашивают, как Дима похудел, как Дима там то сё. То есть, если вам будет интересно, пишите об этом в комментариях, и как ты вообще думаешь, стоит Все очень просто, если будет желание, я, да, конечно, сниму. просто если вам интересно действительно, то мы можем снять. Вот такие вот дела. Ну что, я уже приехала домой после тренировки, сейчас приму, естественно, душ. И хотела вам немножко рассказать о косметическом уходе за своей кожей, потому что я, конечно, делаю эти все массажи щеткой, как я вам показывала в прошлом ролике, но в лучшем случае они бывают у меня... Бывали пару раз в месяц, это в лучшем случае. Теперь я делаю такие массажи ежедневно. После каждого принятия душа я скрабирую и массажирую все свое тело с головы до пят. Не для того, чтобы бороться с целлюлитом, а если вы знаете, борьба с целлюлитом — это в первую очередь тренировки и питание. Эти 2 шага должны быть обязательно, должны исполняться на 100%. Но вот этот 3-й косметический шаг, он просто придает коже как-то здоровый вид, более насыщенный, что ли, вид какой-то, вот сияющая кожа, что ли. Я решила вот так вот заранее подготавливать свою кожу к гриму, потому что когда грим наносится, и на коже есть какие-то высыпания, покраснения, неровности, ну, в общем, это не очень красиво смотрится, поэтому я с этим буду бороться заранее. Что я для этого использую? Естественно, вот эта щеточка, которая у меня до сих пор есть, она, кстати, не потеряла свою жесткость, вот эти щетины до сих пор жесткие. И у меня все тело красное становится после того, как я ей прохожусь. Но перед этим я в душе самом скрабирую все свое тело вот таким вот скрабиком. Он с мангостином, это натуральная такая косметика органическая, очень мне он нравится, особенно его запах. Ну и уже потом на сухую кожу я использую вот такое масло Веледа, я думаю, многие с ним знакомы. Данное от целлюлита, ну как бы, я не скажу, что у меня есть сильные проблемы с целлюлитом, но есть некоторые моменты, которые мне от которых хотелось бы окончательно избавиться. У меня есть такие некоторые ямочки, что ли, на ягодицах, какие-то странные, потому что уже мои какие-то загоны. Поэтому я это все скрабирую, все свое тело, не только ягодицы, ноги, но все тело, живот, спину, руки. Полностью все скрабирую, чтобы не было каких-то мертвых частичек кожи на коже.
Так, ну что ж, у меня сейчас второй завтрак. Вот такая вот углеводненькая каша. Выглядит действительно как завтрак, но вот после тренировки можно. Мне такой заряд углеводов. Диме не можно. Мне можно. Так что сейчас перекушу. И может еще один у меня перекус будет. И потом уже ужин. Киска, пойдем-ка ты ведь поможешь мне. Будешь помогать мне? В общем, у меня последний прием пищи, ужин. И я сделала себе такой простенький салатик. Я уже здесь добавила зелень. И также у меня будет огурчик и тунец. Как бы основа белка будет за счет тунца. То есть он в воде. Обычно пишется в масле или в томатной пасте. Лучше такой не брать. Или в собственном соку, или в воде. Это лучший вариант. Получается 11 грамм протеина. Так что добавлю сюда тунец, огурчик и все, как бы без всяких соусов. Сейчас у нас 10 часов вечера, обычно я ложусь в 11, в 12, поэтому прием пищи последний у меня где-то за 1,5-2 часа до сна. Прям перед сном я не ем ничего, то есть у меня нет чувства голода перед сном, но в то же время у меня такой практически пустой желудок. И встаю я примерно в 8 или в 9 часов утра. Если кому было интересно, я просто уже привыкла, потому что собаку выгуливаю. Ребята, как я вам могла не показать, что же мне пришло? Боже, кто не в курсе, мы с Димой написали книгу. Книгу, вы можете в это поверить? Я когда ее получила, эти 5 книжечек, которые мне достались наконец-то, я, конечно, взяла в руку и только потом поверила, что да, мы ее написали. Я, конечно, до сих пор не могу понять, что я человек, который вот создал когда-то канал, и Дима мне в этом помогал с самого начала. Добились таких успехов. Большое вам спасибо, что эта книга вообще появилась благодаря вам, из-за того, что вы у меня сколько? Тут написано 450 тысяч подписчиков, на данный момент их гораздо больше, вас гораздо больше, всех гораздо больше, и будет гораздо больше, так что кто не знал, да, у нас есть книга, и я, наверное, буду оставлять ссылочки в описании под каждым роликом, где вы ее можете найти, купить. Ну, я знаю, что по всему СНГ, да, по всему СНГ в крупных книжных магазинах, там, допустим, Буквоед, Азбука, что-то в этом роде, вы можете найти эту книгу. Книга действительно очень продуманная, там как и упражнения, так и о питании, о тренировках, в общем, даже рецепты есть. Очень много полезной информации, но не только чтобы почитать, но это как такой настольный дневник, где вы можете отслеживать свой прогресс. В общем, очень советую. И она, как видите, такая яркая, очень позитивная, в стиле нашего канала. Так что мы в восторге. Следующая моя поездка с компанией Midway, моим спонсором, будет во Флориде. Слава богу, 25 марта я еду в Бока-Ратон. Там тоже будет следующий турнир. Собаку нам не хочется кому-то отдавать, да и, честно говоря, некому было бы вот отдать, доверить животное. Поэтому мы все-таки решили, что Дима будет оставаться дома. Собака должна нуждаться во внимании, поэтому буду ездить я сама. Конечно, поездок будет очень много, действительно много, и это не помешает моей подготовке, потому что, как знаете, вот если человек хочет чего-то, он найдет, где ему заниматься, он найдет всегда правильную еду, тем более здесь в США во всех кафе можно просто вот по твоим желаниям, чтобы все готовили, так что я за это вообще не переживаю. Так что я думаю, еще до этой поездки я выпущу еще один влог правильного питания здесь. Ну и потом, по вашим желаниям, я так поняла, что вам нравятся такие влоги с поездки, я буду снимать следующую свою поездку тоже со своим питанием, со своими тренировками, как я вообще держу себя в форме с такими поездками. Так что, наверное, буду, ребятки, на этом заканчивать этот влог. Да, Эмма? Эмманоид? Эмманоид, беззубая ты мышь, зубы выпадают. Все, ребятки, будем с вами прощаться, встретимся в следующем видео. Пока!